Всем привет! Короче, это будет мой первый рецепт для моих друзей, вот, чтобы они увидели, что я в натуре выгляжу максимально кринжово. У меня нет звука, я извиняюсь, честно, я это все исправлю позже, если, конечно, зайдет. Так что вот, буду делать, значит, рецепт для нищебродов, а точнее не для нищебродов, а для тех, кому лень готовить. И для человека, который попал в максимально экстремальные ситуации. Так вот, что мы будем готовить? Мы будем делать бутерброд. Вот. И первая экстремальная ситуация, в которую я попадаю, в том, что у меня нет хлеба. Ну, у меня есть замороженный хлеб. Да, выглядит как свежий, но это замороженный хлеб. Значит, если ты просто не подумал вовремя о том, что тебе нужен хлеб, ты берешь себе 2 куска хлеба, отламываешь его нахрен и пихаешь в микроволновку. На сколько секунд, блядь, сейчас узнаю в конце, в общем, смонтирую. Типа вот, 2 куска хлеба на тарелку, микроволновку. Вот, пока наш хлеб размораживается, нам нужно подготовить продукты. Надо сделать охеренный бутерброд, чтобы это было супер вкусно, поэтому я предлагаю использовать по максимуму чего-то такого мощного. А у нас разморозился хлеб. Итак, что по продуктам? Короче, возьмем колбасу, сыр, кетчуп и перец. Поехали! Перец моем, берем доску. Берем нож, не знаю, нахрена я это все озвучиваю. Вы и так, наверное, в курсе, что без ножа не порезать ни хрена. Удаляем вот эту вот шляпу. Удаляем, короче, все из него. Вам нужно немного, на самом-то деле. Там посмотрите, в общем, по обстоятельствам, сколько вам надо. Поехали дальше. Для того, чтобы вам сделать охеренный бутер, вам понадобится одна приблуда. Бутербродница. Абсолютно обыкновенная, ничего никакого нет. Сюда мы будем класть наш бутер. Сюда мы будем класть наш бутер. Я рекомендую положить бумажки. Почему? Потому. Вот для чего. Чтобы когда у нас эта вся херня начнет вытекать из него, чтобы все не вытекло в саму эту бутербродницу и не надо было ее 10 раз мыть. Ставим ее разогреваться, берем 2 куска хлеба и прохреначиваем их каким-либо соком. Вы можете взять вообще какого хотите. Это же типа бич-бутер. У меня просто кетчуп, острый кетчуп. Вы можете взять там барбекю, можете кетчуп с мазиком замешать. Вообще будет топовая штука. Берете сколько-то колбасы. Короче, берете сколько-то колбасы, условно, сколько у вас там помещается на кусок. У меня одного бы и хватило, но я положу 2, чтобы было прям жирно, чтобы было вкусно, и все. И кладем перцы, я не знаю, положу тоже по максимуму, чтобы они прям вываливались отсюда. И берем кусок сыра, накрыли сверху бодягой, другим куском хлеба и отправляем это все в бутербродницу. Собственно говоря, она разогрелась, она готова. А что она так накрыла? А что с тобой? Отправляем. И ждем, там сколько по вашей инструкции она должна греть, столько и ждете. Все. Главное, вы ее там не забудьте, а то сгорит к херам. И будет, короче, уже невкусно, 100%. Вроде там получается что-то вкусное. Ну, это не точно. Лично у меня эта штука начинает трещать, когда она готова. Поэтому сейчас будем доставать и смотреть, что же у нас там получилось. Как я и говорил, оно все к хренам вытекло. В общем, вот так это все вытекло. Но мне так даже больше нравится. Объясню почему чуть позже. Вырубаем. Это ради вашей безопасности тоже. И перекладываем его в тарелку. Положим с бумажки. Смотрите, какой пар идет. Вообще, честно говоря, я думал, что сейчас получится какой-то типа а-ля нищебродский ублюдский рецепт.
Я вам гарантирую, это вкусно. Ладно, может это все-таки не так и красиво выглядит. Но короче, это вкусно. Вкусно. И как любят в видосах делать, разрезать вот так вот по диагонали. Так вот. У него получается вот такой вот сэндвич, из него прям вытекает сыр, от него идет пар. Все как я люблю. Получился офигенный сэндвич. Я его сейчас сожру с большим удовольствием. И что обычно делают? Обычно типа на камеру его и хавают. Тянется сыр. Говорит, что типа 10 из 10. Это просто бомба. Всем рекомендую. Блин, правда. Всем рекомендую. С вами был Андронный Коллайдер. Всем пока.